Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Любовь. Сегодня я покажу вам, куда я использую небольшие остатки ткани. Всегда у меня после шитья остаются кусочки ткани, и я всегда их оставляю, чтобы потом использовать. Из таких остаточков я шью коврики для сушки посуды. Использую маленькие лоскутки. Вот такой еще коврик я сшила. А этот коврик я сшила из маленьких лоскутков в технике пицца. Очень мне нравится работать в такой технике. Я использую даже все маленькие лоскуточки. Получается красиво. Это у меня коврик для сушки посуды. Еще в такой технике я шью наволочку для декоративной подушки. Смотрите, какая красота. Она у меня еще в работе, недоделанная. Только я собрала лоскутки. Здесь у меня атласные ленты использовались. Маленькие всякие лоскуточки, какие оставались, ушли в дело. Смотрите, как красиво. Замечательная будет наволочка. Чем хороша эта техника, можно использовать всякие небольшие остатки ткани, ленточки, даже кружево можно остатки использовать. Маленькие какие-то лоскуточки. Все пойдет в дело. Получается очень красиво. Сегодня я буду шить еще один коврик для сушки посуды. А использовать для этого я буду остатки фетра. Вот у меня очень много всяких остаточек от фетра. Я сегодня буду их использовать. Первый раз я из фетра буду делать. Посмотрим, что у меня получится. Фетр есть разной толщины. Потолще и потоньше. Сначала я буду который потоньше использовать, и там посмотрим. Вот я положила основу, на чем буду потом гладить. Полотенце положила. Беру кусочек флизелина клеевого. Клеевая сторона вот здесь сверху. Но некоторые мастерицы делают изделия в технике пицца и без флизелина. Просто ткань какую-нибудь можно взять. Но мне удобно так. Теперь я беру кусочки фетра и просто прикладываю в любом порядке, как нравится, на этот флизелин. Немножко можно, чтобы не было друг на друга накладывать, чтобы не было видно флизелин. Вот так. И так по всему кусочку, как нравится, прикладываем. Сначала беру тот, который потоньше. Очень увлекательное занятие. И так далее.
из мелких лоскуточков можно где-то пустоты есть, закрыть их. И так, для красоты. Так, вот так. Теперь я беру кусочек органзы. Такая вот сеточка прозрачная. Накладываю сверху. Теперь какую-то ткань. И утюжком все проутюжу. Так, прогладила, убираю ткань. Теперь надо все сколоть булавочками. Для надежности. Самые нижние у нас приклеились вот к флазелину кусочки, а сверху они не приклеились, поэтому надо булавочками скрепить, чтобы все было надежно. Параллельно я еще делаю небольшую салфетку из лоскутков ткани, из небольших. Хотела вот вам показать. Я вот так по кругу, начала с серединки и заполняю вот так. Вот, посмотрите, что получилось. Можно также использовать нитки мулины ненужные. Теперь я покрываю органзой также. Вот у меня кусочек вот такой с рисуночком. Красивый. Органза. И далее проделываю все то же самое. Утюжу и скалываю булавками. Вот посмотрите, я закончила. Скрепила все булавочками. Теперь мне надо прошить на швейной машинке. Сделать стежку. Стежку я буду делать так же, как вот на этом коврике. Вот такие линии, немного волнистые. Вот так буду прострачивать. Можно делать стежку любую. Можно прямыми линиями шить. Или так с угла. Вот так вот прострачивать с этого уголка. Прострочить линии. Затем вот, например, с этого. Будет тоже очень красиво. Или же по кругу, как у меня на наволочке. Вот здесь вот круговая стежка. Я вот так строчила по кругу. Итак, давайте приступим. Будем шить на машинке. Я буду шить, начинаю с середины коврика. Эту булавку убираю одну. Начинаю шить. Одну строчку сделали. Вот так, посмотрите. Теперь делаю другую строчку рядышком. Ничего, если одна строчка зайдет на другую. Теперь надо проложить строчку по периметру коврика. Буду я делать это с обратной стороны.
Вот так вот прострачивать по самому краешку. Так, все я прострочила. Теперь лишнее я отрежу. Вот это вот все. Все я обрезала, все сравняла. Такая красота. Теперь надо только сделать заднюю часть и обработать вот краешки. Берем какую-либо ткань. И обрабатываем. Между слоями можно добавить какой-либо утеплитель, или ватин, или старое полотенце. Я делать не буду так, потому что у меня фетр, он все-таки довольно-таки плотный, и у меня коврик такой плотненький получился. Ну, еще покажу ту салфеточку круглую, которую я делала. Я ее закончила. Таким образом, посмотрите. Так, здесь я органзу взяла все-таки белую. Эту я оставила, потому что мне не очень понравилось, когда я приложила, не очень видно. Там ткань мне не очень понравилась. Так что я сделала просто белую, а то оставлю на что-нибудь другое. Здесь ткань сзади. Здесь я так вот сделала. Довольно-таки ничего получилось. Красивая салфеточка. Ну и теперь доделываю свой коврик. Вот готов очередной коврик для сушки посуды. Посмотрите, какая красота. Также готова наволочка на подушку. Такие коврики послужат отличным подарком для ваших родных, близких, знакомых. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!